Всех приветствую на моем канале. Для новых зрителей объясняю. Канал про жизнь в Италии, скажем, моей жизни, жизни иммигранта. Рассказываю за свою работу, за свои отдыхи. В данном случае последнее время я вас, наверное, замучил отдыхами. Поймите, все, кто любит работу, ждет работа меня тоже ждет. В сегодняшнем ролике я хочу объяснить действительно о каких-то моих секретах, вообще об этой жизни реальной, как она проходит. Поймите, я не сделал канал, чтобы показать, какой я молодец и как я хорошо шпаклюю. Это настолько маленькая часть жизни, что она вообще где-то там далеко. Начну ролик с бурной речки. Знаете, мне иногда нравится ассоциировать свою жизнь именно с такой речкой. Опять же, ну вот все из жизни. У меня с братом когда-то в молодости, лет 30 назад, у нас был спасательный плот такой шестиместный, морской. И мы на нем сплавлялись по речке. Кто с Черновцов знает, по пруту. Я не знаю, как сейчас эта речка, она так обмельчала жутко, что, наверное, уже и невозможно сплавиться по ней. Но тогда она была довольно бурная, и нам достаточно было. То есть весь кайф был это в подготовке этого плота. Это надо было на поезде, этот плот, он такой тяжелый, резиновый, большой, притарабанить там в верхнюю точку реки. Там мы его надували, садились на него, сплавлялись, и сама речка, то она тихая, спокойная, то она бурная. То есть где-то надо было выгребать, грести, где-то просто балдеть на солнышке. Потом мы выставляли этот плот на берег. Обычно ехали не вдвоем, а компанией, несколько плотов. То есть пару дней там шум, гам, такая веселуха, то есть было классно было. И потом дальше уже сплавлялись. Опять же приезжаешь в город, это все надо было высушивать, опять его тащить домой, куда-то его закидывать по каким-то шкафам. Такой гемор. Но к чему я это объясняю? Сам этот процесс, он где-то усталость, где-то подготовка, он тебе давал какой-то адреналин. Также я говорю, что моя жизнь, я стараюсь, чтобы она так проходила, разнообразна. То есть это не работа день в день, которая тебя просто добивает твои мышцы, силы, мозги. Нужны паузы. Вот в данной ситуации у меня пауза. Вот на этой неделе я сейчас договариваюсь там с парнем. В Риме будет работа на неделю. Франция, как я вам обещал, меня уже ждет. Я уже как-то все организовал. Вален брат уже приехал в Норвегию. Они уже, думаю, с Норвегии едут по пути во Францию на бусе, перегоняют инструмент, бус и все такое. Меня подождут неделю, думаю, ничего не случится. Зато я здесь спокойно решу свои проблемы, без какой-то срачки-пердячки, чтобы куда-то лететь. Паспорт мой тоже, оказывается, готов. Помните, я рассказывал, ездил в Милан, все заплатил, все это самое, ждал 2 месяца. И тут мне надо лететь на самолете. Ну, было бы проще. Паспорта нету, я не могу лететь, чтобы вы знали тоже, кто не знает. Вы можете передвигаться по разрешению на проживание на поездах без проблем, но в самолете у вас просят заграничный паспорт. Захожу на сайт, и вы понимаете, в паспорте написано вот этими точечками, буквами. Блин, паспорт там, ладно. В общем, неправильно ввожу серию паспорта. Там было КП или КР по-украински, по-русски. А я писал HP, потом NP, потом присмотрелся, сука, это К. А они все похожи, там только 2 палочки, знаете, так уходят в сторону. В общем, ошибся. И мне выдавало, что данные не знайдено. То есть нету моих данных. И думаю, как это понимать? Когда я уже вот методом тыкаю опять то так, то так, то так. О, ваш паспорт готов. Оказывается, 29 мая, за 2 месяца они сделали мой паспорт. Связался с ними, но смс-ка не приходила мне. Должна была смс-ка прийти на телефон. Опять, видите, бардак. А они говорят, что надо ехать после получения смс-ки. Нашел их в Инстаграме, этот ДП-документ. Написал им туда, и хорошо, что ответили, молодцы, спасибо. Что вы можете без смс-ки приезжать. То есть в любой день еду. Теперь мне остается забрать паспорт в Милане
И дальше на поездах, скорее всего, потому что я хочу взять какие-то вещи, это чемодан, в самолете за это платить. Ну и в конце концов, не знаю, мне почему-то я не брезгую поездами, мне эти 2 часа прилететь, и там так получается, что там не можешь прилететь прямо в то место, все равно что-то какие-то пересадки. Возможно, поеду через Париж. Ну и что-то сниму еще по пути. Итак, размышлял. Так вот, вся вот эта бурная речка, которая затягивает нас в этот круговорот, возможно, кто-то живет и тихо, спокойно на каком-то озере, на каком-то плоту плавает. Но у меня не так. И поэтому все, что я рассказываю, советую, если вы будете внимательно смотреть ролик за роликом, особенно мои бла-бла-бла, наверное, для себя тоже что-то там урвете. А так оно и работает, у меня так. Я учился на чужих ошибках, что-то сам себе доходил. И так как я вам рассказывал, что у меня очень много чего изменилось, и изменилось в лучшую сторону, ну, почему бы с вами этим не поделиться? Тем более я знаю такие состояния, я знаю, что многие живут в таких состояниях, знаете, ни там, ни сям, потерянность, злость. Я даже могу по каналу это видеть, что я выпустил ролик 3-минутный, маленький, ненапряжный, вышел, 1,5 часа потратил на съемку, чтобы показать вам, как происходят вечера летние в моем городке. 2 человека отписываются. So good, so good, I got it you. I feel good. I know that I would stop. I feel good. I know that I would stop. Hey, so good, I got it you. I feel nice. На каком основании, понимаете? В человеке есть внутренняя злость. Типа, я здесь в говне, блин, а вы там, суки, вот так вот расслабляетесь, отдыхаете. Да я отпишусь от тебя. Вы понимаете, я только так понимаю это. Нагадить мне хоть как-то. А, у тебя там все хорошо, я сейчас отпишусь, нагажу тебе. Понимаете, как люди живут, с какой херней? Да мне насрать на эти 2 подписчика. Ну как насрать, если они такие? Конечно, мне нужны подписчики, поэтому я вас всегда призываю, подписывайтесь. Я вас прошу поставить лайк для движухи канала. Так, вчера у нас вечерняя прогулка, сегодня у нас утренняя и опять море. 6 часов утра. Ну а что, жарко, блин. Надо пораньше приехать и быстро оттуда свалить. Думаю, часов в 11, в 12 уже уедем. Доброе утро. Вот оно. Что мне еще надо? Как у нас 7:10. Пресная водичка, если что. И запомните самое главное правило. В 7 часов и в 8 утра и в 12 часов это разное совсем море. Как замечательно. Как замечательно. О, золотоискатель. А эта девушка вообще уникальная. Пришла она, наверное, вообще сюда рано. И что интересно, как только пришло сюда 3 человека, она поднялась и ушла. Наверное, самая умная. Утренняя водичка, она просто шикарная. Чтобы вы понимали, в 11-12 уже даже шума моря не было слышно. Какой-то гул, крики детей. В общем, мы не выдержали, ушли уже в 12.
А для меня в этом и есть секрет моря, понимаете? Вы пока идете, слышите этот шум, вы можете отключиться, чуть ли не в какое-то состояние такой нейтральности зайти. И вот в этом очень важно, как я вам много раз объяснял, ну негде отключить мозг, а его нужно отключить. И вот когда вы входите в такое состояние, именно тогда включаются какие-то процессы, которые сами собой вашу жизнь выстраивают в правильное русло. Слушайте дальше, кое о чем расскажу интересно. Можете попробовать прямо сейчас. Ни о чем не думайте, просто смотрите. Хорошо? Ну и здесь начинается. Пришли одни, пришли вторые, дети, визги, писки. В воде начала какая-то муть появляться. В общем, все, кайф вообще не тот. И мы уже уходили, а я смотрю, люди только приходят. Думаю, ну вы, блин, странные. Отсюда уже сваливать надо, а вы только хорошо выспались и пришли. То есть, вот тоже хочу вам объяснить, что не надо сюда приходить в 12. И теперь, наверное, я вам скажу самое интересное. Вообще, я бы сказал, шокирующее. Изначально я вам рассказал за отдых, как я жил в Украине, как мы отдыхали. Вроде бы такой напряжный отдых, но это было расслабление. Это был какой-то естественный процесс. И мы делали то, что нам нравится. Здесь жизнь иммигранта, она не получается такая. То есть, опять же, рассказываю, что многие года я прожил в какой-то полной зависимости, страхе от других. Сейчас я вам показываю море более так подробно. Хочу, чтобы вы поняли, но многие не поймут, не прочувствуют это. Поэтому вот здесь я именно самое важное объясню тут. Что случилось за вот эти пару дней? Я вам рассказал, что у меня были планы. Я должен был в Риме делать квартиру. Но скажу вам так, что ни на что я на 100% не был уверен. Ни в паспорте, когда он готов, не готов. Но я к этому относился спокойно. То есть, само собой, все должно случиться, само собой.
Но пока я ждал 20 число, до 20 числа случились все эти события в Москве. А эти люди, это квартира москвичей, и они должны были уезжать. И я Вове пишу буквально 19-го, 20-го, я говорю, слушай, у меня такая чуйка, что они могут не уехать. Какой смысл ехать в тот кипиш, что то, что там происходит? А я еще промолчал, думаю, как бы еще кто-то оттуда сюда не приехал. И так и есть. Он говорит, ну я сейчас позвоню, поговорю. Оказывается, что они вообще до 7 июля там еще кто-то будет жить. Я так понимаю, что там жить еще кто-то будет долго. И тут ремонт отваливается. Еще одно напомню, или я, да, рассказывал, но вы же это не помните по-любому. Когда я заканчивал виллу, у меня был немного кипиш. Что-то ничего нету, следующая работа. Я никогда не переживаю в последнее время, потому что я могу позвонить одному, второму, работа будет. Но мне интересно взять свою работу, тем более я веду канал. Многие там говорят, я хочу купить, я тебя позову, я бы тебя позвал, как бы это самое, бла-бла-бла, а так в реальности ничего не происходит. Только я заканчиваю виллу, я прихожу домой, вечером мне звонит вот эта вот женщина с Франции, куда я сейчас в конце недели или на следующей, в начале поеду. Я в шоке, но думаю, блин, как оно работает. Я вам действительно не то, что вам объясняю, что делаете так и будет так. Я вообще не знаю. Я не знаю, почему и как оно получается, но оно получается. Но я подозреваю просто потому, что я отпустил ситуацию налегке. И, во-первых, да, моя жизнь как бурная река, она так и есть. Я то с тем общаюсь на звонки, YouTube, что-то делаю здесь, кусочек, ни от чего не отказываюсь. То есть вот такая вот движуха идет. Главное, я говорю, что не сесть, не отключиться от этого мира. Он сам вам найдет нужное место, нужную работу, точку, для чего угодно. Но если вы будете постоянно туда-сюда, и бах, в какой-то точке это ваше, здесь это ваше. Как-то так оно получается, понимаете? Что происходит дальше? С Вовой я поговорил, то есть с Франции женщина ждет моего ответа. Я ей говорю, я должен сделать эту квартиру, я человеку обещал, но это не точно, я не знаю, как будет. Дожидаюсь ответа, она говорит, что Виталий, кстати, Валин брат уже в Норвегии, и завтра в 6 часов они выезжают. И на 2 дня они тоже задерживаются. Что-то плохо у этой женщины было со здоровьем, что-то мигрени какие-то. Кстати, возможно, был день этого летнего солнцестояния. Кстати, ролик я снимал как раз в день летнего солнцестояния. Только я с Вовой поговорил, отваливается эта работа через полчаса. Вы представляете, звонит мне женщина, которая мне звонила весной. Хотела ремонтировать балкон. Я говорю, давайте дождемся лета, потому что у нее где-то он протекает, надо там швы заделать. Я уже сегодня начал работу, покажу сейчас в ролике, что я там делаю. Дом здесь построен 20 лет назад, и проблема, потрескались швы. Может быть, их заделали изначально плохо. В общем, вода попадает вовнутрь, и в некоторых местах она протекает снаружи. В общем-то, уже не первый раз это делаю, даже тоже ролик снимал на одной квартире. То есть вот такая несложная работа, надо заменить эти швы, если отваливается плитка, а это, видите, просто рукой поднимаю и все. Переклеить, вот такая вот ерунда. Жарко, конечно, ничего сложного, такой монотонный процесс, который просто зачистить вот это все под плиткой клей. Такое, в следующем ролике я уже покажу конец работы. Сегодня даже особо не знал, что буду делать, и там того не хватает. Он нашел уголки эти тоже ржавые, не ставьте их вообще. Они ржавеют и потом только проблемы создают. Итак, вот что я тут наковырял, видите? У нас тут бассейн со всей террасы. Несмотря на то, что у вас плитка, а под плиткой у вас существует своя жизнь.
Поэтому правильно сделанная стяжка, потом положенная гуайна, то есть гидроизоляция, она должна быть направлена в сторону слива. Даже если она и под стяжкой попадает, то она должна выходить все равно туда. Ну, как здесь, не знаю, но здесь в этом углу, с той стороны, просто мочится угол с наружней. И тут явно надо что-то делать с гидроизоляцией. Фу, думал до 4 работать, 3 часа. Смотрите, что творится, как работать. Вдруг откуда ни возьмись, небо стало черное. Еду. Так и живем. То жарко, то ливень. Опять у нас погода. Жара, жара. И тут бах. Такая фигня. И у меня получается, что неделя свободная, пока не приедут, я отвалилась то, и тут же у меня появляется вот эта работа. Была еще одна работа, еще одна женщина, но она что-то так долго мусолила. Да-да, хочу, не хочу. Ну, получается, она сама по себе отвалилась. И опять же не отвалилась совсем. Когда я вернусь с Франции, у меня уже будет, возможно, какая-то работенка. То есть о чем я хочу сказать, что мистическим образом заканчивается одно, появляется другое. Отваливается одно, тут же появляется другое. И все вот так вот день в день замещается или добавляется, и как-то так все по маслу, все так налегке. Чему я прочувствовал это, вот это я понял точно, что когда вы живете или попадаете в какое-то состояние, что все идет легко, без напряга, ну, у меня не было несколько дней работы, блин. Нету, я себе чем-то занялся дома, что-то там в Ютубе поигрался, какие-то дела там порешал свои. Я не переживаю, что я остался без работы. И вот это вот легкое состояние внутреннее, оно, бляха-муха, вам дает именно и удачу, и фортуну, и как-то вот жизнь выстраивается так классно. Ну, я вам рассказывал, что после 50 лет у меня сильно жизнь изменилась. Фу-фу-фу, не сглазьте. Ну а что тут глазить-то? Я же ничего специально такого не делаю. Что каждый из нас может поймать какую-то волну. Так же, как и в море. Как эти на досках катаются. Надо поймать эту волну и на ней идти. Так же и в жизни все получается. И мне настолько интересно, что это как-то работает. Я примерно понимаю как, но это все на уровне чувств. Я пытаюсь вам объяснить. Но не знаю, насколько кто меня поймет. Я думаю, что многие вообще не поймут, потому что когда я знаю эти состояния, когда человек живет в постоянном непонимании, стрессе, а я знаю, что так многие живут, сейчас эти дроны, эти все взрывы, то, что происходит, ну, опять же, поймите, ну, возможно, кто в этом живет, то ли оно вас сделает сильным, то ли заставит сделать какой-то другой шаг, который тоже изменит вашу жизнь. Ну, наверное, все, что не делается, делается, потому что где-то кому-то надо это. Не то, что к лучшему это назвать сложно. Но, тем не менее, рано или поздно все заканчивается. Опять же, что-то заканчивается, что-то начинается. Главное, вот этот вот позитив, мне кажется, сделать какую-то в голове свою цель. Опять же, я напомню, что я еще с 16 лет, мне очень хотелось там побывать за границей. Ну, попал я сюда, наверное, после 40, но, тем не менее, вот эта вот цель, мечта, которая где-то была в молодости, она все равно сработала. Я люблю море, все равно я попал каким-то образом к морю. Вот так вот эти совпадения, они происходят. Главное, что чтобы вы не относились к этому, знаешь, просто совпадение. Нет, не совпадение. Ваши планы, ваши цели, ваша что-то глубокая мечта какая-то, она может сбыться, если вы будете делать какие-то шаги и к ней идти. Я не специалист по этим делам. Есть там блогеры, которые прямо рассказывают, сделай это, и у тебя будет то, то, то. Я это не рассказываю, я объясняю, как
у меня просто происходит, само собой, я, может быть, где-то у кого-то что-то беру и что-то делаю там у себя в голове. Но самое главное, позитив, четкое желание, я хочу этого, даже то же желание, которое у меня было лет 5 назад, знаете, что я себе так иногда уставший, измученный от этих работодателей, думаю, господи, как я хочу работать на себя. Ведь я со своими руками, мозгами, я кому-то нужен как воздух. Ну, дай мне Бог, блин, так сказать, вот этих людей, которым я им помогу, они мне помогут заработать. И так и случилось. Только это не работодатели, это люди, которым нужен ремонт. И я для этого, для них просто супер подходящий вариант. Ну, такое у меня происходит в жизни. Все, на этом все, пока. Завтра опять на работу. Эту неделю я буду заниматься этой плиткой, этим балконом. Правда, хозяйка не хочет, чтобы я там снимал дом, виллу, как всегда. Ну, это ее право, я ее понимаю, да. Но, может, она мне разрешит снять бильярдный стол. Такой прикольный, интересный.